Доброе утро, Алексей. Говорю, заправляй постельку. Он говорит, заправил. Всем доброе утро, друзья. О, кораблик, смотрите. И что такое? Какой-то интересный кораблик. Ух ты, что-то там плывет. Вам не видно, да? Вот что-то какая-то точечка. Щик, плывет куда-то. Как будто катамаран, нагруженный зимней одеждой. На улице холодрыжка. Бррр. Пасмурно. Опять солнца нет. Да, 11 дней до Нового года, Олег говорит. Почему Деду Морозу? Так уже поздно, уже не дойдет. Я знаю, что Дед Мороз это будет. С чего ты взял? Снежок сделал? М? С чего ты взял, что Дед Мороз это мы? Ну что знаю, что вы приносите подарки. Вот это мы сегодня массу даванули. Время час 08. Ёшки матрешки. Ой. Блин, надо доводчики, Лёш. Что такое? Шкафы так хлопаются. Так, надо плиту помыть. Гриль надо вынести. И вообще мукбанг снимать. Дети у нас уже позавтракали, скоро обедать будут. Мы только просыпаемся. Просыпайся, Алексей. В общем, классно мы сегодня поспали. До часа 08. Не надо, Снежок. Пора уже и поработать. Алексей, вставай, работать пора. Смотри, что это там плывет. Ну-ка, идите посмотрите, скажите мне, что это плывет. Явно это не лодка, не корабль. Это какой-то катамаран, нагруженный какими-то тюками, одеждами. Да. Детям приятного аппетита. Спасибо. Салат вот этот что не кушаете? Мне не так уж много положили. Это этот. Много, как себе Олег положил. Ешь. Это сос. Кушайте вот этот салат. Олегу особо нельзя. Олег, смотри, нижнюю часть, где рыба, не ешь. Там рыба. Миша, поставь на стол тарелку, пожалуйста. Приятного аппетита, дети. Спасибо. Алексей работает. Ну что, друзья, мужчины мои ушли кататься на велосипедах. Погода сегодня пасмурная, но не дождливая, поэтому они решили воспользоваться ситуацией и ушли кататься на великах. А я начинаю свою караоке-терапию. Вот. Чик, чик, чик. Упс. Кто такой красивый Кучеряшкин? Кудряшка Сью? Кудряшка Ми. Мисс? А, Ми. Кудряшка Ми. Такой сладкий. Так долго гуляли сегодня. Такие кучеряшки. Мы в 3 часа пока вышли. А сейчас У уже кого 18. такие кучеряшки? Может, его не надо стричь? Что потом дальше делать? Красивые кучеряшки будут. А потом вот так вот завязывать. Завязывать. И так Давай вот дубль. завязываться. Пасуем. Чиполлинка. Вставал. Ой, что-то так холодно. Может, отопление включим, ребят? Давайте включим. Давайте. Я что-то так Будем босыми расстроилась. ходить. Я что-то так расстроилась. Зачем? Что-то мне капец как грустно. Парни мои опять играют в доминошку. Закрылись. Я немножко подремала. И ловлю себя на мысли. Время без 15:09 вечера. Я ловлю себя на мысли, что я хочу в Россию. Знаете почему? Вот он минус, огромный минус Турции в зимний период времени. Это то, что во всех кранах, кроме душа, в душе у нас душ Шавбен, ледяная вода. Я тяну время, никак не решусь начать снимать рецепт, потому что как только прикасаешься к воде, а я к воде прикасаюсь за рецепт, ну, наверное, 10-2 раза. Вот. Ну, то есть после каждого там притронулась к продуктам, мою руки, притронулась, мою руки, что-то там. То же самое, к примеру, вот те же самые майонезные салаты, да, натерла, там, не знаю, картошку, помыла и эту
терку и руки. Натерла потом морковку, помыла и терку, и руки. Ну, то есть за один рецепт я многократно прикасаюсь к воде, а она ледяная. Греть ее по старинке в чашке, ну, вообще не хочется. Поэтому пока оттягиваю время, не хочу снимать рецепт и ловлю себя на мысли, что я хочу в Россию. Холодно. Теоретически можно уже начать отапливаться, но в кране вода от этого теплая не появится. Вот. Дома тепло, дома жарко. Ходила, пока неделю там была, в одной майке. Вода везде горячая из всех кранов, не только в душе, не только в ванной. Вот, и что-то меня такая ностальгия накрыла. Все равно здесь, хоть мы там стараемся шапочки на мукбанге, эти новогодние одевать, там, декорации какие-то ставить, все равно здесь нет такого размаха по подготовке к празднованию Нового года. Но нету здесь такого размаха. Сегодня переписывалась с Настеной, это вот соседи наши молодые, да. Она говорит, елку не могу найти. Все какие-то вшивенькие, плешивенькие. Блин, как я ее понимаю, я тоже люблю пушистые елки. Нам она в этом году нужна небольшая, не больше, чем 90 сантиметров, но тем не менее я хочу, чтобы у нее были толстые эти веточки. Я еще, конечно, особо не бегала, не искала, но Настена, говорит, по району побегала, все какие-то плешивые елки. Ну, короче, нет размаха. Я ж помню, когда приезжаешь в большой торговый центр, в какой-нибудь там большой гипермаркет, там этих елок тьма тьмущая, на любой вкус и кошелек, какая хочешь, будет постоять. От мала до велика, от мала маленькие, начиная от наипушистейших, заканчивая плешивенькими, и до там огромных размеров тоже, начиная от пушистых, заканчивая такими тоненькими веточками, да, какие хочешь вообще декорации, украшения, что хочешь, в каком хочешь количестве. Я, конечно, еще не была в метро, немножко загрустила еще до поездки в метро, вот, но мы ждем пока еще нашу машину. С машиной ситуация такая, двигатель нам починили, а потом выяснили, что еще радиатор неисправен. Радиатор, сказали, будут смотреть либо починить его, либо под замену. Вот. И сегодня мастер-радиаторщик, как объяснил друг Ирай, в Турции мастера, те, кто двигатель смотрит, один мастер, те, кто радиатор смотрит, совершенно другой мастер. И вот мастер по радиаторам посмотрел машину и сказал, радиатор только под замену. Короче, в итоге на данный момент времени у нас 20 января, ой, я уже в новом году. У нас 20 декабря, на сегодняшний день нам озвучили за ремонт двигателя 15 тысяч лир, плюс 1150 лир за ремонт радиатора. Сколько в итоге эта сумма будет, я уж надеюсь, что она больше не вырастет. Вроде как завтра мы должны поехать за машинкой, они ее протестируют, еще если все хорошо, то уже вернут нам ее. Вот, и уже сумма больше меняться не будет. Я очень на это надеюсь, что другого они больше ничего не выявят. Потому что ходовую всю Алексей ремонтировал весной, когда я как раз работала в Билайне. Он отремонтировал тоже там на солидную сумму, ремонт обошелся, ходовку всю перебрал. Вот, поэтому как-то так. Несмотря на то, что есть вероятность того, что завтра мы уже будем с машинкой, уже сможем и в метро поехать, и куда угодно, все равно как-то... Я вам так скажу, смотрите, мои ребята, они гулены, они прям конкретные гулены, они в Подмосковье дома не сидели, то на лыжи, то на коньки, куда их только не носила,
Вот, на ватрушки мы ездили вместе, правда. Вот, ну а так они не прочь, если есть время, каждый день гулять куда-то ходить. Что касается Турции, здесь, в принципе, у них ничего не поменялось. Поменялась только локация, да, они теперь гуляют по набережной. Если это был еще купальный сезон, то они купаться ходили ежедневно на море. Купальный сезон закончился, они все равно ходят ежедневно на набережную, по возможности ежедневно. На набережную катаются на велосипедах. Что касается меня, я домосед. Что я в Подмосковье дома сидела, мне Алексей продукты приносил, я только готовила, что здесь я дома сижу. Так вот, лично для меня условия в Подмосковье лучше. Там тепло, там можно ходить в майке, как я уже сказала, там горячая вода со всех кранов течет, да. Вот. А здесь я сижу, вот укутавшись, смотрите, в теплом халате я лежу, укутавшись одеялом. И мне вообще не хочется вставать и что-то делать, понимаете? Но если бы я могла себе это позволить, это один разговор. Но я не могу себе это позволить. Мне нужно вставать и идти снимать новый рецепт. Как-то так. Пожалилась вам немножко. Так что те, кто так волновался за то, что мы так счастливы в Турции, вот можете порадоваться теперь. Я хочу домой. Но ребятам моим тут хорошо, понимаете? Поэтому пока терплю. Насколько меня хватит, не знаю. Как-то так, друзья. А у нас ужин. Жаркое с ребрышками доедаем. Па-кимчи. Салат доедаем. Рис твой. Тортик у нас тут. Мой, да? Твой рис, мой торт. Рис еще один. Нам приятного аппетита. Все, кто с нами ест, тоже приятного аппетита. Всем остальным спокойной ночи время, потому что 9:30 вечера. Но если вы смотрите днем, хорошего дня и отличного настроения. Давай, танцуй. Алексей, давай, я твоя богиня. Давай, ну, танцуй. Алексей, Разулся, нет? танцуй. Прозевал, я прозевал. Давай, что значит прозевал? Ты блогер, блин, давай под камеру работай. Блохер. Большой семье. Бабку поставь назад. Давай. Богиню танцуй. Что ты там смотришь? Что ты потеряла, что ли? Лось, просто лось. Что, не будешь танцевать? Я не умею. Только что так танцевал прям. Бабка зовет, волна поет. Давай. Начинаем открываться. Семки бабкины погружаться. Вот такая мама здесь запара. Семки бабкины. Что может быть вкуснее семки в бабкиных? Мама Оля говорит, занята я, говорит, сейчас буду снимать все. Вот, снимает, сидит. Это ты нагрел столько. Я даже чисто на столе, только чашечка чая стоит и все. Даже вон под столом у тебя сколько накидано. Да. Да? Ладно, сваливай на меня. Что делать? Давай, танцуй. Ты только что танцевал. Парочки, Краш. парочки, парочки, парочки. Краш. Кто знает Клава Кока и не лето? А, не лето? Зима. Мы скоро турецкий выучим. По телефону опять разговаривают соседи там. У них к вечеру пробиваются разговоры. Днем песни поют. Да, Не поймем, не то намаз, когда читают, поют. я не знаю. Не то намаз читает, не то песни поет дедок. Не поймем. Если намаз читает, то тем более не поймешь. Может, намаз читается на арабском языке. По-моему, так.
Так весело у нас. А я их караоковскими своими травлю. Ну, сейчас, глядишь, они тоже подтянут русский язык, так что... Они раз говорят, что мы по-русски не бельмеса. Ну, теперь было бельмеса. Запоют скоро. Запоют, да. Ладно. Мама, смотри, какой напиток классный. Хочу такой. Под Айскул. кофточку. Ладно, валяй дурака, мне некогда, я пошел работать. Сейчас ему некогда. Народ собрался покататься на велосипедах. Давай-ка, езжай, держу дверку. Спасибо. Первый пошел. Второй пошел. Ключ в кармане, да? Да. Окей. Что-то на стройке тишина последние пару дней. Дождик поливал. А тут плитку привезли какую-то. Видно, или сверху будут ее украшать, или что-то делать. Не знаю. Тут тоже стройка идет ходом. Молодежь соскучилась, так сказать, по воле. Рванули кататься на великах. У них в обоих шапки теплые одеты сейчас, обратили внимание. И капюшоны тоже на куртках у обоих. Теплые капюшоны. У меня такой от дождя, слабо спасающий, а у них нормальные капюшоны, адекватные. Так что пойдем немножко погуляем. Сегодня обещали нам дождливую погоду, пока нету, слава богу. Вот, постараемся этой возможностью воспользоваться. О. Вода вон опять уже набралась там. Быстро набирается эта лужа. Совсем немного надо, чтобы она там налилась. Сейчас обойдем ее как-нибудь по тротуару. Хотя Миша прется прямо посередине. Миша, не езжай, Михаил! Езжай до конца теперь, езжай! Балда. Сейчас там наступит, у него и так кеды мокрые, сейчас совсем промочит их. Наконец-таки здравый смысл возобладал, или как это. В общем, Михаил выехал с этого болота. Он вчера так кеда промочил, до сих пор не высохли они у него. Но я его научил пакетик опять вставить. И он сегодня опять во всеоружии готов гуляться, кататься. Надо ему какую-нибудь обувь сменную купить, чтобы он мог ходить. Тем более в такую погоду, в мокрую. Ладно, идем к морю, сейчас покажем, какие там волны прикольные сегодня. Должно быть красиво. Это погода сегодня, а? Водоплавающий кот. Вода, видите, куда доходит сегодня? Посмеши специально. Посмеши специально. Здесь ставишь, чтобы так чуть-чуть помечтать. 4 раза меньше волна была. Ты ветрище какой. Не ходи, Миш. Михаил, заправь пакетики нормально. Что ты ходишь как этот, как босяк? Закрой от ветра, очень сильный ветер. Сегодня волна какая сильная, мощная. Я закрыл немножко от ветра микрофон, не знаю, помогает это, нет. Но очень сильная. Волна заходит аж вон куда. Тут обычно не бывает даже близко ничего подобного. Там, где сейчас бежит волна, обычно там гуляют люди. Такие волны прям. Эти волны даже видно с нашего балкона, не выходя из дома. Видите, как все там прям волнуется, бурлит. Не 9-й, как говорится, вал, но все равно заметно такое волнение. А там вдалеке видно, как дождь идет, вот там вот над морем, левее домов. Видите, прям темное, потом светлее, и полосы вертикальные.
Круто. И здесь облака тоже такие интересные, поделили все небо. Внизу такие кучкистые, потом такие огромные еще. А над нами вроде более-менее нормальные такие. А там вот даже солнечный кусочек есть. Ладно, мой песок. Идем. Травка вся здесь пожелтела. Ну, кстати, это чуть не единственный кусок, где вода, ее не из-за чего она, собственно, пожелтела. Вот полив 1000 лет был. Сейчас перестали, естественно, поливать, потому что поливают дожди. Классно. А там возле пирса прям видно такой, как туман, он об берег, об камни бьется вода и в туман превращается. Давайте, дети, катайтесь, пока погода не дождливая. Вот. Лохматая морда села попой в лужу. Ну и попил заодно. Да? О, уморился. Это постоянный клиент, он постоянно нас приветствует, когда мы приходим сюда. Сейчас днем даже здесь народ прогуливается. Пойду и я немножко прогуляюсь по набережной. Сильно далеко не пойду, а так вот в этой части прогуляюсь, так сказать. Может, до пирса дойду, вам поснимаю, какая там атмосфера. Так вот, рукам холодно, если честно. Сейчас вот я иду. Градусов 12, что ли, обещала, или 13, или... Я не помню, сколько пообещал гидрометцентр. Не знаю, кстати, чей, турецкий или... Или это Яндекс так пообещал. Какой-то у меня этот всплывает в углу температура постоянно на компьютере. Вот. Прохладно рукам, рукавички прям вообще не лишние. Я вчера где-то видел в продаже рукавички, надо было купить на всех, и Мише, и Олегу. Сейчас вспоминаю, мне кажется, даже записал где-то на видео. Ладно, гуляем, прогуливаемся.